Всем привет, меня зовут Леонид, вы на канале Школа аргентинско-испанского языка Италия-Аргентина. Я ученик группы А2, уже А2. У меня в гостях, или я в гостях скорее, у Ольги. Ольга профессора. Да, я преподаватель здесь, в школе Италия-Аргентина. Привет всем. Оля, какие обычно группы ты ведешь? А1 и А2, да. Притом у нас есть клуб, разговорный клуб, тоже очень интересно. Виделись там пару раз, да? Да, классно. Окей, ну что, мы сегодня пробуем новый формат, мы разбираем песню, точнее, я пытаюсь ее разобрать, а Оля помогает мне и объясняет вам всякие аргентинские, испанские лайфхаки. У нас песня дяди Хуанеса, называется она «Эспорти». Для меня Хуанес сейчас самый лучший певец, потому что у него самые понятные слова на испанском. Просто я слушаю его каждый день, потому что, реально я понимаю, что он говорит. Вот, и также я слышу Хуанеса часто в палатках там с овощами, в тиендос. Он очень знаменитый, конечно. Да, вообще он известный, да, в Аргентине? Да, очень известный. И давал концерты здесь хоть раз? Бывало такое, но я не помню последний раз, когда он здесь был. Угу. Отлично. Значит, смотри, у меня сразу появляется вопрос. Песня называется «Эспорти». Да. Многие переводчики, как у нашей лайфхачной бумажки, говорят, что это для тебя. Но я тут читал один урок в интернете, который сказал мне, что для тебя это парати, а порти это из-за тебя. Да, из-за тебя. Эта песня говорит о том, что делаешь ты со мной. Из-за тебя у меня такие вот эффекты. Это из-за тебя. То есть почти все перевели неправильно. То есть если реально ввести в Гугле, в Яндексе, везде будет перевод песни, написано «это для тебя». Да, это из-за тебя. Но, кстати, честно скажу, первый раз, наверное, 10, когда я слушал, я тоже так думал. Молодец. Потом я нашел один урок в интернете где-то, и там вот объясняли разницу между пор и пара. Я такой, нифига себе. Да, она меняется. Вот. Смысл. Ну что, начнем. Первые строки. Que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Наверное, на этом слишком много информации. Идем потихоньку. Да, у нас есть, я читаю чистый текст испанский, «cada vez que me levanto». Но я так понимаю, что «cada» – каждый, «vez» – раз, «que» – что там, стандартное слово, которое всегда используется, «que». «Mi levanto» – это первый уровень, один, самый первый урок, это «levantarse», да, просыпаться. «Levantarse» – возвратный глагол, это подниматься. Подниматься, да. Да. То есть каждый раз, когда я себя поднимаю, «mi levanto». Да, я поднимаюсь, тоже очень похоже, как я просыпаюсь, но понятно, что он проснулся и уже встал. Здесь вообще обычно имеется в виду вот этот глагол, все-таки, что, проснулся. Да. Вот. Просто проснулся, это despertarse. Да. Я могу проснуться, me despierto и лежать дальше и смотреть новости. Потолок. Да, а me levanto, это я уже встал. Отлично. И veo que a mi lado estás. И veo – это я смотрю. Я вижу. Вижу, да, первая форма форма меня. Смотрю, вот que a mi lado, что на моей стороне находится, так я понимаю? Да, что ты рядом со мной, а mi lado – это ты Моя рядом сторона. со мной, да. Estás – это потому что ты находишься. окончание. Да, ты находишься возле меня, ты рядом со мной. Отлично. И mi siento renovado. Mi – это меня, я siento чувствую, renovado – это получается типа как реновация слова. Обновление человека, что ли? Да, тоже вот me siento – это возвратный глагол sentirse, как он себя чувствует. И у нас есть слово новое, nuevo, и renovado – это как обновление. Это как renuevo? Да, renuevo. То есть можно сказать renuevo? Да, если ты renuevo, например, бумаги, паспорт. Yo renuevo el pasaporte. Я обновил паспорт. Я обновляю в настоящем. А реновado паспорта можно? Да, если ты уже его сделал, el pasaporte está renovado. Этот renovado – это как состояние этого паспорта, или в этом случае он себя чувствует как новый. Ага, отлично. И мы, по-моему, эту строчку прошли. И месьето аникеладо. Да, аникеладо – это намного труднее глагол,
Да его прочитать-то трудно для меня. Анникиляр – это как уничтожить, совсем уничтожить. Тотальное уничтожение. Да, Так. уничтожение. То есть я чувствую себя уничтоженным. То есть, ну, почему он чувствует себя уничтоженным, мы узнаем в следующей строчке, Да, сейчас оно которую будет мы не дальше. дослушали. Aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Я думаю, на этом пока хватит. И вот он чувствует себя разрушенным. Акиладу си но эстас. Если тебя нет вот здесь и сейчас. Да, вот интересно, что в испанском «си» мы говорим когда «да», но в предложении тоже «си» означает «если». Мгм. Ну, если написано с ударением там, Да. специальным. Aniquilado si no estás. Он, скажем, убитый, если тебя нету. Мгм. Разрушенный. Ну, это нормальная фраза для чувств. Да, он говорит о своих чувствах. То есть это обычно используется такой конструктив, да, разрушенный. Окей, и дальше он говорит, tu controlas toda mi verdad. Ты контроль, это понятное слово, из Да. английского, из русского контролировать. Ты контролируешь toda, это вся, ми, моя жизнь. Здесь он говорит о правде. Ты контролируешь всю мою правду, все, что настоящее. То есть просто переводчик нам говорит всей моей жизни, но то есть получается это вердат, это же правда, действительно. Вердат, да, это правда. Я неправильно прочитал, вида. Жизнь это вида, а это вердат. Хорошо, а как понять эту фразу? Вот, Ты контролируешь всю мою правду. Что это да, такое? главное, что здесь дальше. Он говорит, tú controlas toda mi verdad, как всю мою правду, Sí. y todo lo que está de más. И также она контролирует то, что ненужное, лишнее. De más, lo que está de más, оно относится к тому, что лишнее. То есть демас это лишний. А как еще применить слово демас в жизни, в реальной жизни? De más, просто здесь оно lo que está de más. Оно здесь через другой глагол, и lo относится как Это. к чему-то, да. это. Нет, хорошо, мы возьмем вот слово демас. Это же слово, там глагол какой-нибудь демар или что это? Это Но демас. у нас есть еще слово además. А демас, Вот, кроме например, того. да, молодец, класс. Оно тоже говорит, кроме того, вот еще, мы Ну, когда хорошо. хотим что-то еще сказать. Но мне все же интересно слово демас. Что значит вот отдельное слово демас? Что это? Ну, здесь оно идет после глагола está. Нет, Она говорит, не здесь вообще. Не в этой песне. Есть такое слово отдельно демас? да, просто меняется контекст. Demás, как оно лишнее. Ну, можно пример со словом демас. Está de más, как в этом примере, если, например, ты принесешь... Ну, а, например, если ты спрашиваешь, если холодно, Ну. я тебе говорю, не, жарко, и ты мне говоришь, взять куртку с собой, я говорю, но оно будет лишнее. Ну, Está по-испански. de más, или va a estar de más. А если, например, Если ты берешь что-то. приходит, сидит, вот у нас в зале, допустим, нас сейчас двое, приходит третий человек, и мы говорим, ты лишний. Да. Как можно. сказать? Está de más. То есть, опять же, Estás, если твое То есть, состояние. я просто говорю, Эстас Димас, ты Да. лишний. И он такой, Да, окей, да, я оно ушел. может быть чуть-чуть грубовато, но если ты даешь контекст, por favor, puedes salir, estás de más. А можно сказать, Или я... в лифте, Да. если лишний человек, perdón, estás de más. Ага. А если ты вчера перепил вина, у тебя болит голова, ты можешь сказать, вчера yo tomé mucho vino, ayer está de más? Или, Yo tomé vino de más. Tomé de más. Ага. Вот у нас главный глагол в прошедшем más. будет я Перепил. Да, tomé de más. О, Ага. Блин, прикольно, теперь я тоже буду им пользоваться. молодец. Ну, Класс. потому что я пью вино. Придется. Что, поехали дальше? Давай. Едем дальше. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Отлично. Вообще очень красиво здесь поется. Все Да, так, поэтически. так сложено красиво, да? Он говорит, tu ojos mi llevan lentamente al sol. Ну, tus ojos это твои глаза. Да. А почему туз, а не туща? Ну, потому что tus ojos это твои глаза, tuyos. Туща охос. Ну, оно- Это же тоже твои глаза? Да, но оно у меня, оно используется в другом
Если я спрашиваю, например, Esta tuya. son tuyas las llaves, это твои Ключи. ключи, но оно меняется контекст, скажем. Мгм. Ну, то есть просто вот в таком контексте это используется туз. Да. Понял. Ми щеван лентамент аль соль. Щеван это наполнять, да? Или что это за Me глагол? llevan, они меня ведут. Ведут. Они меня ведут lentamente, так Это- потихоньку к солнцу. Мгм. А что, как еще можно использовать щеван, этот глагол? Ну, живар... Это как шевар же? Первичная форма у нас какая? Да, мы говорим, если мы... Парашевар, да? Это Да, оно? правильно. Это если- этот глагол. Отлично. Этот глагол, но здесь он говорит перед шеван, оно склоняется на твои глаза. Они ведут Ну да, меня, me шеван, они ведут меня потихоньку к солнцу. Вот интересно, да, что у нас здесь русская часть перевода, и она совершенно как бы не соответствует тому, что Да, мы в реальности как разбираем, глаза. половине текста. Потому что переводчики все говорят такую фразу: «Твои глаза медленно наполняют меня солнцем». Но Технически если это правильно, здесь на испанском me шеван, они меня ведут. А если Они- шенан, Мгм. меняется одна буковка, это уже другой глагол, это они, да, можно сказать, они меня наполняют. Шенан это не то же самое, А шена надо наполнять. да, por ejemplo, llenar un vaso, Мгм. наполнить стакан con agua. То есть где-то ошибка, либо в нашем испанском переводе, либо перевели неправильно по-русски. Это мы вот здесь вот где-то, там будут субтитры где-то вылезать, и вы это узнаете, как на самом деле. Я посмотрю 10 версий перевода песни, прям, не знаю, лично Хуанасу позвоню, спрошу, что ты имел в виду, парень. Да, да, Но да. технически, если все-таки шиван, то как раз логично, что они ведут аль-соль, направление к солнцу. Да. Кстати, вот здесь интересная комбинация аль-соль, которую тоже не сразу понимаешь. Это н-соль, А-эль. а-эль-соль. И у нас сокращается, что А куда, и эль соль это он, и этот А плюсуется, сокращается с эль, и у нас... Становится аль. Правильно. Ну, потому что тупо звучит, да? Ну, просто сокращение. Чтобы язык был удобнее и попроще, вот есть такие сокращения. Но сказать честно, чтобы язык был попроще, не надо было делать глаголы ТНР там в прошедшем форме, где все меняется, да, или там... Все неправильные и Да, возвратные глаголы. если бы не было неправильных глаголов, тогда бы я не жаловался. Ну, а на русском еще намного Это труднее. другая история. Окей, значит, и тубока ми абла де амор и эль коразон. Ну, здесь просто на самом деле, потому что твой род мне говорит, дель амор это о любви, я так понимаю, и эль коразон, и о сердце. Да, это твои... Или это сердце, или это отдельная какая-то фраза. Нет, оно говорит, что когда она с ним говорит через ее рот, ее губы, это все, скажем, тубока, мне говорит о любви и о сердце, скажем, о чувствах. Понятно. Ну что ж, и у нас осталась последняя строчка. Tu piel tiene el calor de un rojo atardecer. Tu piel, это, все просто, твоя кожа, Да. имеет el calor, имеет цвет, un rojo, красный, здесь Sí. все проще некуда. А вот что такое atardecer? Атардесер это закат. И оно говорит красный закат. Твоя кожа имеет цвет красного заката. А почему здесь вот de un rojo? Почему нельзя сказать de rojo atardecer? Почему un? Потому что он говорит, что о каком-то. Он мог бы этого не говорить. Это un даже. относится к atardecer или к rojo? Не могу понять. Un и рохо относятся к атардесер. Ага. То есть он говорит о каком-то определенном закате. Да, но он говорит как un, это один из них. Наоборот, неопределенный закат. Да. А если бы это был определенный закат, de el rojo atardecer? El rojo atardecer de ayer. Если бы он сказал во времени, когда это случилось, или он вспоминает какой-то момент, и тогда да, он будет пунктуальный какой. То есть здесь суть в том, что мы применяем вот этот un, потому что мы не знаем, о каком конкретно закате идет речь. Конечно. Понятно. Окей, ну что, давайте еще раз этот куплет проговорим. А еще интересно, если в конце будете слушать, когда он говорит
Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Sí. Посмотрите, как он произносит el color. Если мы крупно не будем слушать, оно даже не слышно, как он жует произношение. Давайте послушаем просто, почему мы вообще... давайте послушаем. Habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Ну, технически слово color я слышу. Да. Я не слышу el color, но color сам я слышу. Но он говорит el. Скорее, там что-то есть какое-то... Да, вот оно как, если ты не читаешь эти слова, оно можно, что-то слышно там color, но оно не различается, el color там. Ну, там что могло быть? Там может быть el color или un color, наверное, да? Sí. Не так много вариантов. Ну, вообще... Может быть, tu color, твоя жара. Ну, у нас Но уже дело в том, изначально что есть здесь ту, он твой цвет. уже тупель есть как бы. Да, ну да. Ну, в испанском почти на самом деле все так, потому что очень много слов я тоже не понимаю в диалоге, я из контекста просто вырываю и начинаю понимать там, о чем говорят. Но Да. если ты слушаешь предложение, там длинное предложение или их два, и ты где-то потерялся на середине первого, ты дальше ни хрена не поймешь. То есть здесь надо нитку тянуть вот постоянно. Да. То есть где-то в какой-то момент ты потерялся, и такой, обдумал слово, вернулся, а ты уже ничего не понимаешь. То есть надо реально понимать, слова. Ну что, теперь у нас припев, Да. который называется по-настоящему «Это из-за тебя», Из-за тебя, а не да. для тебя. Es por ti. Y es por ti que late mi corazón. Y es por ti que brillan mis ojos hoy. Y es por ti que he vuelto a hablar de amor. Y es por ti que calma mi dolor. Хотел сказать, какой Хуанес здесь молодой. Сейчас Да. он такой бородатый черт уже. Симпатичный, да. Да, припев на самом деле вроде простой, но все равно здесь скрыты какие-то сложные вещи. Поехали. Es por ti. Это из-за тебя. Que late Да. mi corazón. Вот здесь уже интересно, что такое латте? Это не кофе, случайно? Латте это латир, это когда бьется. И здесь, Первый глагол исходный латир. да, латир, тоже дело в том, что здесь, как оно идет, es por ti, пум-пум-пум, что que late mi corazón, что Так. бьется мое сердце. Из-за тебя бьется мое сердце. А почему он сказал que late mi corazón? Почему нельзя сказать es por ti, late mi corazón? Почему que? Ну, он говорит, что por ti, почему? Es por ti que. Оно даже... Оно То есть говорит, это- es por ti, из-за тебя, а ты спрашиваешь, что? Que? То есть Es por ti que. вот этот que должен быть встроен на строчку выше que es por ti. То есть если говорить по-человечески, то должно быть es por ti que. Да, потому что он дает, оно как-то, если ты говоришь es por ti за тебя и дает вопрос que, es por ti que, и он дает ответ. То есть, если я говорю с кем-то в любой жизненной ситуации, я, например, говорю es por ti que що filmare este video hoy, да? Ага. Що фильму, точнее, фильму, потому что я. То Да. есть из-за тебя я пишу Это это ты можешь видео сказать, сегодня. сказать Хуанес, потому что мы из-за него это все. Ну, технически да. Да, технически мы из-за него вот. То есть обязательно нужно сказать es por ti que и вот это, и что произошло. Да, например, ¿Qué pasó? Как? me gusta mucho Juanes, мне очень нравится Juanes, Sí. Que canta muy bien. И ты говоришь, что он очень хорошо поет, и ты уже даешь ответ, почему он тебе нравится. Но можно сказать еще por qué. Да, конечно. Потому что, то есть, чтобы не говорить длинное слово por qué, все такие просто говорят que. Да, можно так сказать. Лайфхак такой, да? Сокращение, еще Интересно. одно. Хорошо, латте микрозон. Вот латир – это биться. А биться к чему он вообще относится? Это может быть птица бьется в клетке. К чему вот латир? Как еще применить Ну, этот оно- глагол? Больше всего идет к состоянию тела, особенно сердца. Но если у нас мы ударились и у нас напухла рука, она тоже может латир.
А если, из-за- если не к человеческому телу, возможно применить этот глагол? Да, например, здесь много фанатиков футбола, Так. и когда идут Фанатики футбола мне очень нравится. Это как у Дудя, мы сейчас отдельно вот здесь вырежем, фанатики футбола. Бока Ривер, и, например, ты en la cancha, на стадионе Бока, и говорят, что этот стадион латте, потому что много людей, они все вместе прыгают. Ага. Они все вместе прыгают, радуются, и la cancha, la bombonera, late. Интересно. Да. Интересно, окей. Ке брищан ми окосой. В Аргентине у нас брищан, да? Да. Он же поет бриллан, скорее всего. Брищар – это когда светится. Я к тому, что мы в Аргентине, поэтому мы говорим брищан, а он в Испании говорит Да. бриллиан, да? Брижан какой-то. Бриян. Бриян, а здесь брищан, больше звучит же буква дубль Л, Да. как же. Окей, опять, он говорит, что блестит мои глаза сегодня. Да, но здесь он опять говорит, почему эспорти, из-за тебя Ну, и ладно. опять, что светятся мои глаза сегодня. Мгм. И опять же дальше он говорит, que he vuelto a hablar de amor. Вот опять, что? Вот что значит he vuelto? Вот это для меня непонятно, я этого не учил, честно вам скажу. Да, это будет твое Следующее следующее испытание. Следующая форма глаголов, это как он говорит he vuelto, типа я вернулся, но он не говорит конкретно когда. Типа он вернулся, это делать, что он вернулся говорить о любви. Так. И это опять, оно начинается que he vuelto a hablar, потому что он дает ответ que es por ti, и предложение дальше идет que he vuelto a hablar de amor, что я снова говорю о любви, но не говорит конкретно когда, поэтому эта форма he vuelto. То есть, давай так, простым языком, даже для меня, потому что я тоже не особо въезжаю, у нас, значит, если бы он сказал «que vuelta a hablar de amor» без «he», без этого «he», вот этого, ну, «е», то получилось бы, что вернулся говорить о любви. Да. Вот этот «he», ну, точнее «е», если читать... He vuelto, если это трудно как форма глагола, мы Да. можем подумать volver, это наш корень, Возвращаться. да. И в прошлом как оно будет? Volví. Вольви. Он мог бы сказать que volví a hablar de amor, тоже можно так сказать, и Ага. оно будет правильно. Особенно в Аргентине. Но здесь, как он и говорит на испанском, оно чуть-чуть поэтически, и используется эта форма. Но вот этот «he», он применяется, когда что? Когда действие не закончено или что? Что это такое? Но это когда идет действие, но мы не говорим конкретно когда или сколько раз оно... Происходило. Да. Но это сложная тема или нет? Для Ну понимания. как, вот, например, если ты посещал какой-нибудь парк, Да. и ты мне рассказываешь, это было 10 или 5 лет назад, но ты мне не говоришь, когда. И ты Да. говоришь, да, я ходил в тот парк, he ido. Ага. Я ходил в тот парк, но ты мне не говоришь конкретно, когда. А если бы я сказал, И что... ты несколько раз туда ходил, Ага. но ты не говоришь мне там 5 раз, 10 раз, ты их не считал. Да. А если бы один раз ходил? Все равно можно было сказать? Фуй. Тогда фуи. Ну, если это было давно, да, he ido. Хотя это было один только раз, но ты не говоришь конкретно, когда это произошло. Мы знаем, что это было в прошлом, что ты там был, но мы не говорим конкретно, когда. Фух, интересно, но очень сложно. Но если вы пойдете учиться в школу Италия Аргентина, вас этому научат. Да, будут подробности. Да, поехали. И еще у нас есть кальма, ми, долор. Ну, здесь понятно, кальма, какой вербу это исходный? Кальмар? Кальмар, правильно. Как кальмар пищевой у нас в России Но есть. у нас каламар, это с щупальцами. Да, а это просто кальмар. А кальмар это успокаивает. И здесь он говорит, es por ti que calma mi dolor. Как из-за тебя успокаивается моя боль. Ну, в принципе, логично и понятно. Да. Поехали, второй куплет у нас ждет. Y cada vez que yo te busco y no te puedo aún hallar, me siento un vagabundo. Услышал сразу свое любимое слово «вагабундо». Багабунду. Но мы к нему вернемся чуть позже. Давай. И cada vez, и каждый раз. Да. Ке, что я, те буску, ищу тебя.
Да. Ну, бускар искать, те тебя. Кого Да, еще? я тебя ищу, это здесь каждый раз. супер просто. И но те поеда ауналар. А вот здесь у меня начинаются сложности. И но те тебя не могу. А вот дальше что такое ауналар? Точнее, Аун здесь, это- наверное, ашар. Да? Ашар, Здесь правильно, аун ашар. да, ашар. Ашар это как encontrar, как находить. Находить. Это Как- еще одно слово, которое идет речь на это найти. то же самое, что и бускар, кстати, да? Да, бускар это искать, Да. а encontrar или ашар это находить. Ну да. Бускар ищу, Аун- энконтрар нахожу. Аун это я еще тебя не нашел, я еще тебя не могу найти. Аун это еще нет, получается. Еще нет, да. А как еще можно применить аун? Эм, Там, ты сделал... Aún estoy comiendo. Еще не доел, да? Я еще Еще кушаю. ем, еще ем. Estoy comiendo, это у нас gerundio, я это делаю сейчас, и я могу сказать aún estoy comiendo, я еще кушаю. Хорошо, вот этот глагол ашар, Да. ну, честно, я его первый раз услышал в этой песне. Я не слышал его здесь. Он Эм, популярный? Мне кажется, что, он как поэтически звучит. Но в жизни- Здесь есть, конечно, и он использует, но здесь как мы поэтически такую песню слушаем, оно в испанском звучит поэтичнее. Нет, это хорошо, но в реальной жизни ты часто используешь глагол ашар? Или ты Нет, чаще говоришь... encontrar, да. То есть, ребята, вы можете вычеркивать это слово, если вы в Аргентине, не надо забивать себе голову. Я обычно так и делал. Каждый раз на занятии я спрашиваю, мне дают какое-нибудь слово с 10 версиями, и я говорю, так, скажите, какие не используются в Аргентине. Мне говорят, вот эти, я такой, отлично, не учим. Ну, потому что, Крест, когда их крест. много одинаковых, тяжело. А в Латинской Америке, ну, допустим, в Колумбии, в Парагвае это слово популярно? Да, Ашар? популярно, могут использовать, да. Потому что они формально говорят. Мгм. Ну, то есть... Они говорят на ту. Ну да, мы на ВОЗ, они на ту. Отлично. И mi siento un vagabundo. Я чувствую себя бродягой. Но я знаю, что я постоянно использую к картонным бомжам слово и к носочным бомжам слово вагабундо, но есть же еще слово, да, обозначающее бомжей, Про какой ты которые говоришь? носки продают, вагабундо. Какие Но аналоги? дело в том, что те, которые продают по улице, это как vendedor ambulante. Как это перевести? Vendedor, который Продавец. ходит Ага. по разным местам. Он амбуля, он как бродит, амбуляр. Хорошо, а тот, который копается в мусорном баке? Дело в том, что сейчас много людей копаются в Ну. этот самый, можем сказать, gente pobre, люди бедные. Да. Мне нравится слово gente humilde, скромные люди. И vagabundo это как бомж, можно еще сказать, есть здесь слово сируха. Сирух, вот, я слышал его. Да. Как его перевести? Тоже как Это бы- точно тот, который человек живет на улице, и они хотят жить на улице. Вот, это называется путь бомжа. Да. Вот, то есть ты говоришь, к нему подходишь и говоришь, у меня есть для тебя там условно работа, он говорит, мне не нужна работа, Да. я выбираю путь бомжа. Да, пошли к врачу, тебя там надо проверить, Да. ты больной, но я не пойду. Ну, сируха это точно на это слово. А багабундо, багар, сам глагол багар, это типа как болтаться. Мгм. Вагар, Да. болтаться, то есть, ну, что ты как бродяга как болтается по миру там, да, условно? Да. А можем мы применить вагар еще, ну, где еще в жизни глагол вагар, раз уж мы дошли до него? Ну, например, мне надо сделать какое-то решение, я пошел гулять. Да. Я гуляю по городу, но я не иду с каким-нибудь Целью. целью, конечно. Значит, я могу сказать estoy vagando por la ciudad. Через gerundio я его уже склонила. Я типа болтаюсь по городу. А может быть, например, воздушный змей, например, болтаться по ветру, или что-то, какой-то предмет болтаться. Да, можно сказать. Но это частое слово вагар, глагол я имею в виду. Да, может, молодые, они могут себе vamos a vagar, пошли поболтаемся, Почилим там где-нибудь, да, типа того. погуляем. Вот, вы дошли до молодежного сленга. Интересно. Ну что ж, едем дальше. Кстати, следующая фраза, сразу лайфхак, perdido por el mundo. Мне очень нравится эта фраза, я себе даже в Инстаграме ее записал. Ага. Потерянный для мира, затерянный в мире, получается. Ojo, здесь у нас perdido por el mundo.
Я потерян в мире, по миру. Ну, это как путешественники, да, получается, типа Да. иммигранты-путешественники, да, это наша фраза, ребята, давайте ее послушаем. Perdido por el mundo, desordenado si no estás. ¿Cómo mueves tú mi felicidad y todo lo que está de más? В принципе, на этом заканчивается куплет, и разбираем оставшиеся. Вот здесь интересно, desordenado si no estás. Очень сложно для меня. Ну, si это если no estás, если тебя нет. Это я понял. А вот что такое desordenado? Да, у нас есть слово орден. Как оно? Орден это когда все чисто, все разложено правильно. А десорден это наоборот, это все валяется, все грязное. И desordenado, он говорит о себе, Estoy что desordenado, да, он да, говорит? что он не может, скажем, сделать все правильно, и он неаккуратный. А можно так сказать человеку, да? Tú eres desordenado, да? Да, когда все бросает, все кидает, не моет. Неряха. Неряха, правильно. Потому что здесь сначала он говорит, он потерян по миру, а потом, что он, как ты сказал, что он неряха без тебя. Да. Ну, все это, конечно же, все из-за тебя. Да. Отлично. Como mueves tú mi felicidad. Здесь como это как. Потом я знаю слово ту, да. и mi felicidad, мое счастье. Вот что значит mueves? Mueves это же переезжать, да, двигать. Mover, двигать. Mover, да. это? И здесь он говорит, como mueves, как ты шевелишь, mueves здесь склонен на тебя. То есть это mover глагол, правильно? Все же? Да. Mover склонен на тебя. В каком времени получается? Настоящем. В настоящем. Да, сейчас ты шевелишь. Очередной неправильный глагол у нас получается. Да, ты шевелишь Мое счастье. Да, но он говорит, как не только шевелить что-то, Да. а как он, как ты берешь и его вперед как несешь. Толкаешь вперед. Да, что-то ты делаешь, ты его шевелишь, ты его оживляешь, поэтому он начинает шевелиться. Мое счастье. То есть это достаточно сложное применение глагола mover на самом деле. Да, ну, например, здесь в Аргентине, если нам что-то очень нравится, например, возвращаемся к тему фанатиков футбола, они могут сказать «me mueve el fútbol», меня шевелит, и он меня как оживляет. Ну, то же самое можно сказать «mi mueve música». Да. «Mi mueve drogas». Но это нельзя. Нельзя. Ну, сказать же можно. Там «mi mueve». Ну, для музыки это самое лучшее. «Redes sociales», я не знаю. Ну, то Да. есть это вещь, которая тебя максимально прикалывает. Да, прикалывает, и она тебя оживляет, и из-за нее ты шевелишься, она тебя оживляет. Понял, дает стимул жить. Да, это здесь mover идет в этом смысле, что ты начинаешь шевелиться, как оживляешь. Интересно. Супер. И последняя строчка «y todo lo que está de más». «Y todo» и все. «Lo que». «Lo», я так понимаю, относится ко всему перечисленному выше. Правильно? Да. Потому что «lo» это сокращение вот всех фраз, что он сказал до этого. «Está de más». «Está» находиться, «de más». Это у нас было вот буквально. В начале, оно лишнее. Да. Скажем, здесь подключим фразу «Como mueves tú mi felicidad» Так. и «todo lo que está de más». И здесь оно тоже относится, что все, что остальное, ты его шевелишь. Ты его... Также оно включается, то, что лишнее. То есть, короче, суть в том, что она, видимо, Да. шевелит, ведет его там к счастью во всех смыслах вообще, которые могут быть. Да. Там... Да. И todo, все то, что находится в лишнем демас. Туда даже куда ты не должна лезть, ты все равно лезешь и все равно продвигаешь вперед. Конечно, да, можно так понять по-русски. Ну, что ж сказать честно, достаточно просто получилось, не такие уж сложные слова. Да. Вот. Напоминаю, что это у нас уровень примерно, да, А2 законченный, да, где-то вот так. Да. И если вы отучились на А2 и не можете перевести эту песню, то, ребята, у вас проблемы. Вот. На этом, наверное, закончим. Да. Спасибо за
за разбор. Ставьте лайки, пишите комментарии, какую песню разобрать дальше, как вам объяснение, что вам понятно, что непонятно. Если что-то непонятно, пишите вопросы в комментах. Я приду и Оля лично заставлю ответить на все ваши вопросы. Будем Вот. все отвечать. Пока. До свидания.